bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poco de gracia, una poco de gracia pa' mi partida, y arriba, ay arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Ba la bamba, ba la bamba. Потому что я тачку арендую завтра. Так. Или послезавтра. Ага. Мы точно поедем на красивые пляжи здесь. Я могу тебя тоже позвать, если хочешь. Понятно, ребята, Никитос тоже может меня позвать, если я хочу. Видите, то есть вопрос, короче, во мне, хочу я или нет. Вообще супер. Короче, ну это обсудим чуть попозже. И тема ролика такая. Сегодня ты за оператора, у тебя будет камера, ты будешь снимать. И ты также будешь мне, короче, указывать пальцем, какой девчонке познакомиться. То есть ты будешь показывать на самых крутых девчонок. И типа решил, вот пойди познакомься с этой. Типа такой, типа, короче, челленджа немного. Ну, давай просто гулять в удовольствие, там как получится. Ну давай. Мы хотим посмотреть людей вокруг себя, Да. показать. Знакомиться не будем. Просто если в удовольствие, то так проще даже, ну, всем, и мне, и людям, ребята. То есть, видите, вам улыбаются, на вас смотрят, ребята, видите, в удовольствие, то есть без челленджа. Да, качков тоже будем снимать, вдруг кому интересно. Да, это, кстати, был другой вопрос. То есть, если, короче, вдруг я подойду знакомиться, меня будут Я прибивать... пальцем на качка могу показать. Можешь. Но если меня прибивать вдруг начнут за знакомство, ну, то есть, еще мазу потянешь за меня хоть? Да, если Ола. тебя поглядывать будут, я тоже. Короче, ребята, ну, план такой. Хотим сейчас выдвинуться туда чуть-чуть подальше пляжу и немножко почесать, посмотреть на людей, себя показать. Сегодня субботка, так что примерно план такой. Как я такая поза? Почитал бы? Люблю, когда так лежат, да. Люблю, когда так лежат. Когда тебя так поджидают в такой позиции, да? В чем прикол, что у нас как бы двое, и мы типа общаемся. Не факт, что мы что-то снимаем, то есть. Потому что когда идешь один и общаешься сам с собой, Тяжелее, да? это уже как бы наводит на определенные мысли, то есть. Так, ты в процессе съемки, да? Снимает. Девчонки вокруг тебя, видишь девчонок красивых? Я. Здесь тоже слева они тоже. Hola. Hola inglés. Hola inglés o español. Нет, не говорят. Не говорят по-испански? Ни почем. Я чувствую отсюда, что она ледяная. Странно, что она ледяная? Вода просто лед. Еще холоднее, чем в тот раз. Короче, предлагаю идти в самую гущу событий. Смотри. Что показывает телефон? Tá filmando essa porra aí. Tá filmando vagabundo no bagulho por quê? Tá filmando por quê? Tá filmando os outros por quê nessa porra? Pode não, pô. E aí? Por quê? Porque eu não quero, pô. E aí? Você com essa porra dessa câmera aí, pô, esse cuzão aí, pô. Vamos fazer na mão e tudo. Vamos fazer na mão e tudo. Амиго, транкило. Транкило. Эй, транкило. Пойдем. Позади. Вот это я вообще не понял, что он Что, как говорил. тебе Бразилия? Он сидел факи тыкал, я говорю, а что ты факи тычешь? Он говорит, а что ты меня снимаешь? Так снимал же я. Нет, так он факи тычет. Я спрашиваю, а что ты факи тычешь? Он факи тычет мне. Странно, я тоже удивился. И, по-моему, он хотел стул швырнуть. Хотел Нахрена? Хотел стул в тебя бросить, по-моему. Да. Нахрена? Ну как нахрена? Он хотел драться, типа? Зато контентик был бы интересный. Да нет, такой контентик мне не подходит. Человек хотел, короче, качели покачать. Тот самый? Да. Но причем он такой не маленький, килограммчиков 100 где-то был, да? Может, 105-110. Да. Я вроде чуть-чуть его лицо там смог заснять, не знаю. Осторожно я пытался.
То есть ты его, по сути, даже и заснять не успел, да, короче? Не, я же стоял рядом, и я понимал, что если тыкну в него камеру, то он сейчас взбесится. Ой-ой-ой. Знаешь канал, ну, знаешь, соответственно, в Таиланде мужик, который Артуряр, он прикольно сделал, что он камеру как цепочку себе на грудь повесил. Да. И снимает, короче, все, что хочет и как хочет. И оно нету, получается, того вида, как будто бы идет съемка, да? В отличие от нас с тобой. Да. Кстати, многие думают, что типа выйти и снимать контент это типа легкая задача. То есть они думают, да, что там выйти, снимать контент, берешь камеру, идешь, снимаешь. Короче, подписчик у меня, получается, один есть, там, с Владивостока или Хабаровска. Я говорю, ну пойди ради прикола, возьми камеру, пообщайся с людьми. Но из-за того, что у нас общение типа близкое такое, знаешь, дружеское, он вышел, получается, ну, в Хабаровск там, или Владивосток, начал снимать людей и с ними общаться. И люди там, бери камеру, что ты меня, короче, понял, качели, то есть реакция пошла. Он начал, соответственно, волноваться, то есть здесь надо и снимать, преодолевать свое волнение, свой страх, плюс, может быть, какие-то нестандартные ситуации, вот, допустим, как сейчас. То есть вот ты сейчас в центре, именно эпицентре реальных событий, вот съемка, реальная съемка, ну вот такая. То есть могут лететь стулья. Давай, звездный час твой. Olá, você fala inglês ou espanhol? Eu com amiga e você filma para brasileiros. Entende? You speak English? Oh, this is much better. I'm here with my friend and we are making video about the Brazilian life, about the Brazilian people. And you look very great. Hey, иди сюда. We are from Russia. Yeah, do you have Russian friends? No, never. You are Brazilians, you live all your life in Rio? Or you are on vacation? We are Brazilian. Brazilian from São Paulo. Ah, really? Yes. Together? Yes. Very nice. What's your names? Yasmin, Isabel. I'm Nikita. Vicky? You are only two here? No, we are with them. This four. Your friends? Yes. That guys? Nice. So how you usually spend your free time in Brazil, in Rio? I guess this is the best, the most popular place, yeah? Cool. I was in Lapa yesterday. Lapa. I was in Lapa, it's so dangerous. No ghost. I'm very sorry, but my friend he is with another. He's making another. You see that guy in white? You want to say something for YouTubers? Do you mind if I? Huh? You can say something about Brazilians girls, about anything you can. We have that guy. He has a big population about in Russian community. So if you want, you can tell something about extranjeros, about the gringos maybe. Não tem nada pra falar, mas é uma merda. Ai, que horror! Hã? Fala aí, Yasmin, vai, gasta seu inglês. Fala o que você acha. Você vai gravar e você fala assim, I love Brazil! I love to be Brazilian! We love to be Brazilian. It's really nice. We are Russians and the countries from this region. We like how you dance funky. I'm sorry? We like extranjeros. We like how you dance funky. Fuck. Yeah. We don't usually do this. It's very Brazilian. Yeah. You know what means twerk? It's some kind of twerk dance. Twerk. Yeah, the Yes. same, right? Yes. Cool. No, not very much. We don't dance a lot. Cool. This evening there will be an electronic music festival. Love Session. Have you heard about this? No. Okay.
Так, так, так. Так, так, так. Hola. Do you mind if I make video because my friend, he is a foreigner from another country and he records everything. Ah, ok. Is it okay? Ok, que reporta todo para mí. Mi hermano trata como explicar, soy youtuber, faço videos, hago videos, ¿sí? Pero a veces como la gente como reacciona un poco extraño. Por ejemplo, hace 10 minutos un chico quería tomar silla y atacarme con silla, porque él tomando Девчонки из Аргентины, Буэнос-Айрес. О, круто. Я скоро поеду туда. Mi amigo va para Buenos Aires pronto, como 2-3 semanas, когда ты поедешь. Sí, en 3 semanas. Curso negro, короче, 1.300 ahora. Se usa dólares, melhor para você. Да, у них очень большой сейчас. Ok, era ahora es como una mierda en mi cabeza, como aquí portugués, aquí español, no puedo usar mi cabeza completamente, muchos no me entienden, ¿entendeu? Чао. Ты не к тем подошел. Почему? Да вон к тем надо было. Ты все перепутал, я же не на тех показывал. То есть я все перепутал, подошел не к тем девчонкам, каким надо, да? Ну ладно, ты сейчас исправишься. У тебя все в твоих руках. Я буду стараться. Кому я подошел? Да. Сначала нормально реагировали, я их даже поснимал, они согласились. Да, я видел, ты их снимал, ага. А потом уже, конечно, что-то... Общение подзамялось. сошло на нет, да? Это называется реальное движение. Вот три девчонки классные слева. Здесь видишь, в чем прикол, короче, ютуба. Начинаешь снимать, что-то может пойти не так. Сначала общение может заладиться, потом общение может не заладиться. Поэтому, да, ребят, обращайте на эти моменты внимание, когда имеется возможность как бы, да, доносить контент, и он имеет свойство носить такой как бы интересный характер, да, результативный, ребята. То есть знаете, что усилия были приложены, это не лайчик поставить, вот, с комментарийчиком написать. Добыть контент нынче, ребята, нелегкая задача. Так что давай я немного поснимаю. С более, короче. Там на самом деле уже надо было типа либо сразу брать телефон, либо дальше идти. Ну вот видишь, это называется опыт. То есть сейчас у тебя уже как бы появляется такая, то есть, Да, можно это сказать, всё понятно. ютуберская сноровка, то есть. Потому что, видишь, может вставать вопрос, либо, короче, контент ты делаешь, либо, получается, номера берешь. То есть контент либо для себя, либо для кого-то, понял? Так вот, ребята, видите, вот так вот мы и раздваиваемся между реальной жизнью, как бы, и контентом. И ты приходится выбирать, что тебе ближе и что тебе важнее. Пильнуть контента или провести хорошо время с сеньоритами. То есть не каждой сеньорите нравится, когда к ней подкатывают с камерой в лицо. Вот. Но те девчонки Я симпатичные не были, знаю. кстати. Тебе? Ну, те, к которым ты подошел, да. Вторая мне понравилась. Она тебя подозвала? Только не выкладывайся, что я говорю комментарии про девчонок, окей, пожалуйста. А, ну тогда не говори, тогда давай лучше это потом обсудим. Чтобы оставить как бы этот ореол джентльменства, правильно? Чтобы не было как бы, ну, обронено лишнего никакого слова. Ребят, суббота. Значит, некоторые, видите, зонтички потихоньку сворачиваются, некоторые нет. Воскресенье обычно, вот, обычно в воскресенье движение полюднее, на мой взгляд. Вот. Поэтому надеюсь, что людное движение, ребята, наступит, собственно, в воскресенье. Воскресенье не за горами, ребят. Всего-навсего уже совсем завтра. О, пропустил контент. Девчоночка так в носу, короче, делала. Вообще, хорошо и по-серьезному. Я вам это не заснял. Ну ничего, ребят. Надеюсь, это не сильно страшная потеря. То есть красоты как таковой в этом не так уж и много на самом-то деле. О. Интересно, как камера отработает без этого, без микрофона, потому что сегодня ветрено, такой ветреный денек. Ветреный закатик. Но надеюсь, что все будет нормально. То есть испытываю надежды по этому поводу.
Ты сам как думаешь, камера нормально отработает с таким ветром, не? Чего? Камера, как думаешь, нормально отработает с таким ветром или нет? Нормально, вопрос только. Ну, в звуке, да. Видео-то она отработает, вот, а вот именно конкретно сам этот звук. Волосатый микрофончик, то есть, ребята, я не вешал. О. А то тут, видите, тут стулья готовы летать. Сейчас бы летело тут все, и волосатые микрофончики, и камеры, и зубы, и глаза, и носы. Потому что, ребята, тип, который кидался, он реально был вообще, ну, огромный. Такой, как бы, он был не рельефный, но, по ходу дела, поддатый, весь татуха, как Конор Макгрегор, то есть татуха была на всю грудь, короче. И такой, ну, где-то килограмм, где-то... К тем мужикам слева хочешь подойти? Вот этим? Нет. Где-то килограмм 105-110 такого как бы веса. Видно, что когда-то где-то чем-то занимался. То есть не только пивко пил на пляже на Ипанемском. То есть там, возможно, могло быть, короче, тяжело. Но, ребята, как показала практика, мы в грязь лицом не ударяли, никуда не убегали, не сбегали, ребята. И надеялись на то, что трудно и не весело будет не только, короче, типа мне, а еще как вариант и ему. Вот. Потому что как-то игра в одну калитку как-то несерьезно. Пора нам, я так понимаю, проходить эти более такие, ну, мальчишечьи отрезки пляжа и выходить на более... В курсе, вот здесь какая-то зона. В курсе, вот. Вот, я это не хотел озвучивать, потому что, как бы, ну, чтобы не делать пропаганду. Вот. Но все-таки да озвучу, то есть надеюсь, что мы скоро пройдем зону более мальчишечьего характера, ребята, но это вам тоже надо осветить, потому что это контент. Меня смотрят не только мальчики, но еще и девочки, поэтому для полноты среза общества надо как бы подотснять и ребят надо подотснять. Вот, собственно, снимаем ребят. А видите, помимо ребят девчоночки хорошенькие стоят. То есть не зря мы здесь как бы сами разгуливаем, ребята. Красивенькие девчоночки тоже. Ты в эпицентре. Поворот не туда, короче. Фильм был такой. Фильм, ребята, поворот не туда, говорит Никитос. Я вдруг, ребята, вчера узнал, что в Бразилии а если ты вдруг какой-то стереотип или как бы как-то отнесешься не так к человеку с нетрадиционной ориентацией, либо там вероисповеданием, либо там, короче, лесбиянке, либо голубому, либо трансу, да, черному или белому, скажешь что-то по этому поводу, как бы выскажешь какое-то свое недовольство или как-то проявишь себя не так, за это тебя могут здесь даже посадить. То есть за это есть серьезное наказание, за это как бы упаковывают. Вот, видите, разница, ребята, культуры. Это называется культура, ребята, культура и закон. Бригада, сеньор. То есть в разных странах по-разному реагируются на те или иные вещи. То есть если кто-то стоит, мальчик с мальчиком обнимается, нельзя туда смотреть, ничего нельзя тем более уж говорить, потому что может что-то сказать и может кончиться как бы вполне себе полицейской упаковкой. Бригада, сеньор. И непонятно, как вопрос будет решаться, то есть либо штрафом, либо какой-то легкой отсидкой. Вот, не знаю, если, короче, ребята, правда, отсидка может называться легкой и вообще, то есть, если эпитет легкая, сюда вообще как бы по этому поводу как-то применим. Но, как вы видите, ребята, нежданно-негаданно мы с вами уже вышли из зоны X, вот, в зону P. То есть, как вы видите, здесь более уже такое, скажем, смешанное движение. Бригада, сеньор. Стульчики спрашивают, надо тебе или нет? Я говорю, нет, пока стульчики нам не надо. Мы пока проходимся. Пока наши ножки еще не сильно устали от этого проходничка, мы еще пока вывозим это, ребята. Делать два дела одновременно. Идти по пляжику, снимать контент. Meu nome é Gustavo e eu quero participar do Big Brother 2024. Sim, obrigado, senhor. Вот. Пока вывозим, надо идти. Я помню, что в том году я сделал проходку целого пляжа вам, ребята, за час. Один из немногих роликов на канале, который был отснят в формате 4К. Значит, на компьютере у меня не было места. Старенький, короче, бедный компьютер не сильно тянул монтаж большого размера файла. Я с ним долго возился, чтобы его смонтировать.
Потом я долго возился, чтобы эти там 20 с чем-то гигабайтов несчастных загрузить на YouTube, потому что надо была специальная скорость интернета, чтобы не сидеть там сутки. Дома у меня такой скорости интернета, как вы понимаете, не было. Долго и нудно я грузил, а потом вдруг на этот видос кинули... О, смотри, тебе показывает или кому? Тебе, по-моему. О, muito lindo! Все, obrigado. Легкое возмущение после комплимента. Я придумал название для этого ролика, кажется. Ну-ка. Поворот не туда, реально. Поворот не туда, да? Или Мы остаться... долго идем по этой зоне. Или остаться в живых. Может, просто зона эта большая здесь? Так вот, ребята, с горем пополам, загрузив этот видос на YouTube, оказалось то, что мне кинули предупреждение, там, 18+, то есть и роличек жалкий, бедный, и роличек бедный не индексировался на ютубчике по причине того, что вдруг кто-то прошелся вот так вот мимо вдалеке. Как вы думаете, ребята, в чем? Раз, два, три, отгадайте загадку и решите вопрос. Правильно, на бразильском пляже, ребята, в Пекине просто мелькнула чья-то попка. Ой, кстати, вот они мелькают. Придется их все закрывать, ребята. Поэтому этот опыт мы с вами уже проходили. То есть я этим опытом горьким научен. Понимаю, что здесь в этом, короче, нету забавы абсолютно никакой. Поэтому, ребят, не спрашивайте глупые вопросы, почему на попах в бикинях, ребята, черные картинки. Ребята, так что вопрос не ко мне, вопрос максимально к модерации ютуба. Таковы правила. Думаете, я хотел бы эти квадратики накладывать или как бы, да? Я ходил бы, сам смотрел на то, что мне интересно и нравится. И вам бы это, собственно, то же самое бы показывал. Так нельзя, так, ребята, дело не пойдет. Так не работает. Кто-то подумал, что это было бы слишком просто, слишком простой задачей. Поэтому, ну мы, ребята, не то, что не ищем легких путей, сложных путей мы тоже не ищем, да? Нафиг они нужны. Иногда бывают, ребята, трудности. Приходится с ними как-то справляться. Не всегда получается, конечно. Иногда получается, иногда нет. Ага. Ты знакомиться пошел? Ты хотел вроде. Опа, я футбольца гоняю. Опа. Так. Ох, четенько. Четенький пас. Скажу, не Ай? видел. Como assim, sim? Tranquilo, vi? Так, ну-ка. Девочка смеется, тебя, может, ждет, не? Ненавидел это. Иди к тебе, иди к той. Да, ненавидя это, иди к той. Давай ненавидя, ты иди туда. Да не, я не хочу, чтобы ты сама. Ну все, погнали. Ну, я могу познакомиться, а потом ты подойдешь. Вот так. Можем и так сделать. Это нормальный, кстати, ход. Ты знакомишься? Я уже предрасполагаю, и как раз она давно на видео. Да, и как раз я с камерой, короче, именно к носу встрию. Подлетаю со своей камерой. Вот так уж, это тоже. Обычно так же и делают ютуберы, они микрофон вешают, а кто-то издалека снимает. Ага. И в целом, ну, без разницы, камера перед лицом у человека или издалека, все равно смотрится нормально. Да. Прямо так ништяк. Ну я скажу, короче, я от пляжа ожидал что-то больше какого-то позитива, больше бикини. Я тоже думал. Ты тоже, да? Показательный момент, то есть мы выскочили на пляж, мы прошлись, ну, скажем так, половину от той половины, короче, которую мы хотим сегодня с вами сделать. И что-то, ребята, короче, так, вялотекущенько, значит, вялотекущенькое движение, ребят. Вижу только, короче, какие-то, я думаю, может, поэтому люди такие слегка, знаешь, на взводе, потому что они сами, чего-то ожидали большего от этого движения. Тебе так не кажется? Наверное, видите, ребята, то есть не только я, получается, думаю по такому поводу. Видите, ребята, все грозные, все именно, короче, высматривают, куда же направлена эта камера. Кидаться, ругаться и драться. Так.
Никитос, вот девушка тебя ждет классная. Девчонка реально прикольная. И здесь, кстати, тоже прикольная компания. Но вы знаете, ребят, что характерно, то есть, подходя ближе к Апрадору, Апрадор, кстати, вот здесь, можно сказать, уже рукой подать, вот уже подаем рукой до Апрадора, ребят. Как, собственно, начинают выходить какие-то красивые люди появляться, и, ну, начинает меняться у нас выборка, да. То есть, как вы видите, здесь уже довольно покрасивее происходит движение. Так, опа. Короче, Никитос уже вступил, короче, в схватку. Hola, tudo bom? Muito linda. Sí. Видите, ребят, вот вам и Никитос. Тихонько болтает по-испански со своим испанским. Что говорит? Mi amigo apenas de chegar de Colômbia fala pouco espanhol. Não fala muito de português, pero está muito como inteligente e quer como fazer amigos, aprender a bailar samba, todas essas coisas. Sim. E você como? Sim. E ustedes como parecido como pouco com chicas como pouco familiar com samba, não? Samba ou futebol? Paquita, sim. Eu conheço samba Mangueira. Ah, Mangueira. Sim, Mangueira. Sim, sim, sim. Escola de Mangueira. Sim. Já dá foto com muito dinheiro. Pode tomar uma foto, porque é a primeira vez no Brasil. Possível? Ну, juntos. Давайте, ребята, сейчас сделаем, короче, фотку. Тебя можно фото? Опа. Я как фотограф, ребята, профессиональный, все для вас, как вы понимаете. Окей, beleza, que rico. Sí. Так, ну-ка, стульчик возвращаем на место. Con muito gusto. Nosotros, ¿cómo se llama? Nosotros moramos no Ipanema aqui, muito perto. E vocês? Mora na Baixada. Ah, não conheço. Essa é a minha terceira vez no Rio, mas eu todavia não conheço muito. Sim. Sim. Eu gosto muito, como eu gosto Rio, Brasil, mas todavia não conheço Cristo Redentor. Ah, sim. Sim. Quero fazer Cristo e helicóptero. Muito bom. Sim. Vai gostar. Что, Никитос, цепляй контакты, погнали. Você tem quantos anos? Eu tenho 23. 23? Porque para mim é pouco difícil como experiência, não posso. A vezes como parece como 12, pero é como 20. A vezes como 40, pero é 30, sim? Porque a gente aqui, a experiência muito diversificada. Sim. Sim. Ah, muito diversificada. Você fala bem. Fala bem? Estou estudando português. Aham. Muito bom. Ayer era meu segundo dia, mas eu estudei por mim mesmo por internet ano passado e ano anterior. Pero só pouquinho no YouTube. Ah, Sim, muito bom. por mim mesmo como pouco. Mas eu falo melhor espanhol. Parabéns, está quase lá. Você fala espanhol? Não muito. Não muito. Agora nós passamos em la praia e era chico que como, você toma vídeo como? Pero ele toma vídeo, não eu. Eu perguntei, sim, meu amigo toma vídeo, qual é a pergunta? Ele como toquei guardeira para como atacar. É perigoso, não posso tomar vídeo na praia? Gente não gosta? Isso não é comum? Porque nós como pensamos que é lugar público. Depende muito. Depende, sim? Mas assim, Porque eu sei que na favela não pode. não. Na favela não pode. Compreendo, ok. Muitas armas, drogas, sim, como, ok. Mas na praia também, ok. Na carnaval também, como futebol também. Onde posso tomar vídeo, sim, como. Meu nome é Max. Meu nome é Sunamita. Como? Sunamita. Sunamita? Sunamita. Uau, essa é a primeira vez que escuto este nome. É o nome hebraico. Esse é do Brasil? Sim. Sunamita. Bonito. Muito prazer. Что ты там стоишь? Что, погнали? Meu nome é Max, muito prazer. Tamires. Como? Tamires. Camillas? Tamires.
Tamires? Tamires. Sim, todos os nomes exóticos, sim. Sim, muito prazer. Qual o seu nome? Max. Max? Aham. Nikita. Não sei falar. Nikita. Sim. Aham. Nikita, muito fácil. Legal. Ok, muito prazer. Prazer. foi Чао, bom. чао. Фелис карнавал, фелис анью нового. Бай-бай. Посняли немножко, ребята, вам контентика, пообщались с людьми. Так, вообще нормальненько. На лайте, да? Эта компания такая лайтовенькая была, да? Готовая общаться. Обрати внимание, ты что-то здесь стеснялся. Я? Да. В каком моменте? Ну, я же подошел. Хотя ты там можно ничего сходить. Ну, не страшно, просто, мне кажется, для вот контента надо просто так десятки раз делать, и будет контент. Ну, надо, да. А еще лучше двадцатки. Чем больше, тем лучше. Вот. Чтобы... Тебе они не понравились, ты хотел WhatsApp брать? Девчонки эти? Да. Слушай, если честно тебе сказать, Ненавидел. не, я скажу на видео, как есть. Мне, если честно, больше нравится помоложе, когда. Они прикольные все, они хорошая компания, красивые, молодые люди, как бы, да? Вот, то есть нету вообще никаких, ну, вопросов. Единственное, где этот? Мне лично просто нравится, ну, чуть помоложе, то есть. Просто мне, видишь, мне не интересно просто там на один день, там на 2 дня. Мне интересно, ну, встречаться. А встречаться, как бы, я не хочу встречаться с девчонкой, которая 30, там, 35, 40. Понял? Я подумал 25. Ну, не знаю. Может, им и 25. Ну, как бы... Мне просто интересно, ну, девчоночку найти, молодую. Ола, туда бэм? Белеза. Видите, одна, короче, в кадр влезла, а другая как бы сразу спряталась. Вот, ребята, купальнички вот эти вот модненькие, которые я вам рассказывал тогда, короче. С этими, с полосочками, как вы любите. Вот. Não tá entendendo o que ele não entende. Ай? Tá gravando? Gravando aqui. Tá gravando. Você é da onde? А? Европа. Europa! Sim. É você? Do Rio? Meu Deus! Que porra é essa? Uau, muito linda! Oh my god, meu Deus! Ai? É bonita. Bonita, todas são muito bonitas e gostosas. Sim. A família. Sim. Essa é uma família ou amigas? Somos amigas. Ah, amigas? Nós também somos todos os amigos. Obrigado. Feliz Ano Novo. Obrigado. Видите, ребят, то есть как-то вот, то есть, ты заметил, как было? Говорит, ты что, снимаешь? Какая-то страна. Какая-то страна? Какая-нибудь страна, они сказали. Они? Да. Да какая? Бразилия какая? Да, правда? Видите, ребят, как получается? Да. От любви до ненависти, как говорится. Вот это не твоя подруга фиолетовая? Ну, ладно. Не? Ну мы и так махнули, она что-то тоже не возжелала общаться. Стой. Стою. Ненавидел. Ты иди до Акима, я поищу подругу. Да что-то они, короче, не знаю. Ола. Не? Смотри, тебя высматривает Никитос. Никитоса высматривают. Никитос говорит не на видео, но, ребята, как вы поняли, не на видео, не канает. У нас только на видео. Ола, tudo bom? Ребята, тут так шумит музыка, я сам ничего не слышу. Ну, видите? Тут дискотека конкретная катит. Não do Rio? Não, só carioca, não? Ah, ok. De onde? Ah, Curitiba? Um lugar também muito popular, não? Um lugar também muito popular. Escutei muitas vezes, mas ainda não conheço. Sí. Esse é meu amigo, primeira vez no Brasil, primeira semana. Minha amiga, segunda vez. Terceira. Estão gostando daqui? Sim, muito linda. Gentes muy bonitas, lindas, gente. Ah, eu quero muito bonito. Pero um pouco peligroso.
Sim. Curitiba é bem mais seguro. Menos seguro? Meu Deus. Mais seguro. Ah, mais seguro. Bem diferente. Sim. Não tem praia. Ah, ok. Ah, ok. Eu quero conhecer Búzios. Escutei, Curitiba é mais frio. escutei que Búzios é mais tranquilo e seguro. Mais frio. Ah, frio. Não tem festas. Ah, ok. Bem Como diferente. compreendeu? O Brasil é muito... Vibe diferente. Você também de Curitiba? Você também de Curitiba? Sim? Também turista? Ustedes vai estar aqui por quanto tempo? 2 dias só. 2 dias? 3. Ah, es melhor. 3 días es mejor que 2. 2 es como 1, 2 y ya. Pero 3 es como un poco continuado. ¿Ay? YouTube. Sí. No sé, es mi como hobby y trabajo, como para ganar dinero. Como hacer videos, poner advertización, recibir dinero, es como, no sé. Mostrar a Brasília Cultura. Cultura, praia, bailas, favelas. Mi nombre es Max. Cali. Cali? Cali. Ajá. Cali es un nombre de ciudad en Colombia, Cali. Cali? Tercera más grande ciudad, Cali. Onde? Colombia. Ajá. grande cidade. Sí. Colombia es famosa ¿para qué? ¿Para samba o para qué? ¿Cuál baila? Regatão? No reggaetón, Medellín reggaetón y Cali para otra baila. No recuerda. Para mí todo un poco como el mismo. Samba, no samba. Sí. Mi nombre es Max. Prazer. ¿Cómo? Pamela. Pamela? Ah, ok. Pamela es como fruta, sí, Pamela. También tiene una fruta. Nosotros, como, compartilhar Instagram para falar, como, fazer amigos, sí. Tomar coco a veces, sí. Porque eu conheço, essa é a primeira vez no Rio ou não? Ah, ok. Também não primeiro. Pero podemos ir à praia, ou como tomar algo, como caipirinha, ou sair, não sei, praia, Lapa, sim? Com a gente lá. Sim. Tem Instagram? А почему ты не WhatsApp берешь? А я по-разному беру. Просто WhatsApp я могу забыть, короче, могу забыть, как человек выглядит. И не все любят отправлять, типа, фотку. Разве такое забудешь? Когда берешь 10 контактов, можно забыть, да. Да, когда ты брал 10 контактов в последний раз? А я часто беру. Я если выхожу брать, то я беру. В Инстаграме не пишут дочери Мишина. Тебя просто не найдут. Почему? Она меня сейчас добавит. Все равно ты напишешь, сливаться будешь, понимаешь? А что ты думаешь, на WhatsApp не сольешься? Один человек маньяк, другой маньяк пишет, третий, и тут твоя. Ты и на WhatsApp также сольешься. Ты если сольешься? WhatsApp они в Инстаграме все могут написать. Он сразу сейчас пару контактов. Então, muito fácil para lembrar, sim? Como Cali, porque eu conheço Cali também. Cali e Pamela, eu como Pamela. Pero eu não posso diferenciar como Pamela e papaya. Para mim, porque duas frutas estrangeiras, eu não sei onde está Pamela, onde está papaya. Compreendeu? Pero eu conheço o nome. Sim. Ok, follow. Ok, prazer. Чао, фелис тарди, си? А, кстати, так заболтался, что забыл телефон спрятать. А здесь это тоже не особо-то и позволительная роскошь. Телефон, ребята, надо прятать, потому что твой телефон может сделать ноги. Вот так вот, как вы видите, да? Работа ножек. Вот. Потом очутится где-то он не там, где надо. Останешься без телефона. Так что телефончик я припрятал, ребята. И, собственно, готов выдвигаться дальше. Никитос сказал, что у него здесь где-то подруга рядом, ребята. Вот, я иду прямо через головы. Все ради того, чтобы заснять вам, ребята, голливудского рода контент. Вот. Потому что контент имеет свойство не ждать. Контент это дело такое. Еще посмотрим, что за подруга у Никитоса. Я так понял, что их там несколько, их может быть 2. А ребята 2 подруги, то есть это может быть многообещающее начало. И, кстати, Никитоса не видно, ну-ка.
Так, ладно, ребят, Никитос, короче, где-то отстал, возможно, там ищет подруг, может, он их найдет. Вот. Я пока все-таки решил дозавершить начатое, потому что как бы подруги Никитоса для меня менее важны, чем мои личные дела. Вот. Поэтому, ребята, то есть пока что похожу, поснимаю вам контент. Вот. А уже с Никитосом, если что, встретиться можно будет попозже, если там тем более есть какие-то подруги, если подруги толковые. Плюс, как мне подсказывает моя логика, возможно, там, можно будет сделать так, чтобы он, допустим, скинул там фотку подруг, и я уже сам для себя беру. На, бригада, сеньор. Вот. Сам для себя, то есть решу, подтягиваться или не подтягиваться и так далее. Вот. Пока вижу, что... О, смотрите, нормальная девчонка делает отжимания, прикол. Ола. Так что да, кстати, ребят, я вот сейчас один-одинёхонек, и риск именно, короче, встрять, собственно, возрастает в арифметической прогрессии. И, кстати, да, ребят, тот тип, наверное, еще тоже был такой смелый, потому что их было 5, там, или сколько, я не знаю. А нас, типа, короче, 2. Вот. Плюс я, как вы поняли, ребята, в своих нарядных шортиках, как вы видите, многие из-за этого могут тебя принять не за того, кем ты являешься. Вот. Могут подумать, типа, сейчас, короче, типа, я этого, там, ну, чувачка в веселеньких шортиках, сейчас я его разберу на части просто именно вообще. Одной рукой, одним мизинцем. Поэтому это тоже может быть как одна из причин, почему, собственно, чувак был такой, типа, как бы легкий и бодрый на подъем. Ну, факт остался фактом, ребята, то есть выдвинулся в одного. Вот, идем, снимаем, смотрим, снимаем, показываем вам, ребята, пляж. Ну, видите, как голуби на пару долбят. На пару все-таки некоторые вещи, ребята, делать пободрее, да, чем одному. Видите, даже голуби вдвоем едят какой-то куки. И им от этого как бы по кайфу. Вот. Так. Ну что ж. Что-то мне подсказывает, что до Апрадора осталось не так уж и много. И до заката есть возможность, собственно, туда успеть. Ребята, по-бразильски Апрадор называется Ахпадох. Вот, это правильное произношение, чисто бразильское. Вот. Тоже надо уметь это выговорить, потому что не каждый, собственно, на это гораст. То есть, я считаю, довольно сложное произношение. Я его всю дорогу, то есть это мой 3-й раз в Бразилии, я его всю дорогу называл неправильно. Я его называл Апрадор, а он называется, оказывается, Ахпадох. Вот. Как вам нравится, ребята, такое название? Olá. Tudo bom? Obrigado, sim. Argentina? Eu conheço a Argentina, Buenos Aires. Sim, eu vim 2 vezes. Sim, muito bom. Ai? Sim, YouTube, aham. Sim. Também fiz vídeo para meu canal da Argentina também. Sim. Comida está muito deliciosa, como vinho e como steak, carne. Muito delicioso, muito bonito. Sim, 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 asado. Ajá. En este lugar, ¿cómo se llama? Hollywood. Florida. De Florida yo vine. ¿Cómo se llama este lugar donde todos los bares? Palermo. Palermo, sí, 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 Palermo, restaurantes, ajá. Después te pasamos, si querés data, te pasamos de Palermo Serrano. Sí. Si querés. Pero ya fui 2 veces. 2 veces. Ya fuiste. Sí, 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 sí. Está bueno. Muy bueno, Mucho sí. trago, mucha comida. Sim, 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 comida deliciosa. Gente muito amigável. Se você tem umas perguntas, você pergunta. Gente, ei, você tem que ir como assim, assim, assim. Muito amigável. Eu muito gosto. Ucrânia. Ucrânia. Sou ucraniano. Sim. Não, eu não vivo na Ucrânia. Sou como, esse é meu país de nascimento, pero eu vivo como afuera. Sim. Antes no Ásia, agora em América Latina, Colômbia e Brasil. ¿Vas paseando por todos los países? Espero que sim, ainda não, só conheço 4 países. Não, obrigado. Como Dominicana, Colômbia, Argentina e Brasil. Pero quero conhecer mais. Como Peru, Chile, Bolívia. Hay mucho. Tem muito, sim, especialmente todo fala espanhol. Sim, essa é vantagem de você, se você fala o idioma pode viajar. Sim, muito prazer. Tchau, tchau. Obrigado, сеньор. Mais tarde, obrigado. Видите, подзывают, ну, ребята, у нас как бы контент немножко не по пацанам.
Или девчоночка красивенькая. Я подумал, что они из Колумбии, а они оказались с Аргентины. Красивая такая пара, красивая, приятная. Ну, как вам, ребята, я в прошлые заезды и рассказывал, что аргентинцы очень бодро отдыхают в Бразилии, вот эти летние сезоны. То есть они конкретно отстегиваются с Аргентины и прискакивают в Бразилию. Вот. То есть это я понял еще с первой своей поездки. И в этом я лишь только еще сильнее убедился, что действительно, ну, ребята, так и есть. Ввиду многих особенностей, то есть и здесь и культуры, и пляжи. Ну, посмотрите на эти пляжи. То есть такие пляжи, которым аналогов, ребята, нет. Я не знаю, где есть аналоги вот этим вот пляжам. То есть по длине этого пляжа. Обратите внимание на длину, ребята, пляжа. Вот посмотрите на его длину. Вот. Океан, да? Посмотрите. Длина. Посмотрите на количество людей. Концентрация каких людей? Красивых людей, иностранцев и всего прочего. То есть я не знаю, где есть, ребята, аналог. Как по мне, наверное, аналога все-таки нет. Поэтому, собственно, все собираются здесь. Вся латинская, ребята, Америка и не только. Вот, видите? Мы намочили наши ножки, охладились. Выдвигаемся дальше. Ну, кстати, знаете, вот я только в эту поездку обратил внимание, почему не очень много ребят здесь из Колумбии, ребят. Колумбия — это такая страна, из которой не обязательно куда-то путешествовать. То есть в Колумбии можно путешествовать, собственно, внутри как бы Колумбии. Вот. Так же, как и Бразилия. Из Бразилии не обязательно тебе куда-то ехать. Ты, в принципе, в Бразилии ты можешь тусить нормально в Бразилии, внутри страны. Но я думаю, что колумбийцы достаточно, ну, как сказать, удовлетворены тусовкой, путешествием, развитостью инфраструктуры внутри своей страны, что им не обязательно как таковое ехать, ребята, куда-то за ее пределы. Вот. То же самое, как я понял, что не сильно-то много и бразильцев встречается. Вот я, допустим, был 4 страны Латинской Америки. И, ребята, что вы думаете? Бразильцы, как бы, они не везде. Вполне себе могли бы они путешествовать где хотят. По всей Латинской Америке там, и даже дальше. Но нет. То есть я это связываю именно с тем, что зачем куда-то ехать, если здесь есть вот так. Я же здесь как-то оказался, ребята, 3-й раз. Вот и они как-то здесь оказываются, видно, из года в год и думают себе, мне и здесь нормально заходит, нафига мне куда-то, собственно, ехать. Как-то эта идея мне, ребята, пришла по поводу, короче, колумбийцев, что колумбийцы более чем удовлетворены и никуда не хотят ехать. Может и хотят, но нету такого, то есть, потока. Как есть поток, например, из других стран. Как вы видите, пара компаний мы подошли, оказалась парочка и там из Аргентины. Но я еще и в те поездки, еще раз напомню, что успел эту тенденцию усмотреть. И был я в Аргентине, и сам тоже оттуда, быстренько уехал. То есть там прикольно с архитектуркой, с едой. Ну, собственно, вот так. То есть, а здесь, видите, есть немножко отдых другого, ребята, характера. В Бразилии, видите, тоже культура танца. В Колумбии культура танца. То есть здесь люди хорошо общаются, хорошо знакомятся на своей культуре. То есть тоже, видите, купальники пляжа, они располагают общению и знакомству. То есть не во всех культурах, ребята, это есть. Например, я был этим летом в Барселоне. Ну, там, понятно, и туристы были, но атмосфера, скажу вам так себе, я оттуда смылся через 3 дня. Поэтому не снимал ни контент, ничего. То есть мне вообще не устроила атмосфера. Я оттуда просто смылся. То есть подходил, знакомился, кстати, там встретился с подписчиком, со старым подписчиком канала. Я еще когда только по Филиппинам снимал, у меня там было там пара тысяч подписчиков. Он уже был тогда, короче, на связи. Андрюха, привет тебе, кстати. Вот. И, значит, мы с ним встретились, он мне там показывал, общались, ходили, тусили туда-сюда. И он говорит, а вот давай вот здесь вот подойдем познакомимся, давай здесь подойдем познакомимся. Я скажу, что мы подходили, знакомились гораздо бодрее, чем вот сейчас мы за вот эту проходку с Никитосом. То есть вот так вот за вечер мы, короче, делали где-то по 10 подходов, там конкретных таких, по 10 попыток девчонкам. И я скажу, они там сбривали вообще конкретно, причем сбривали еще и с матом, и чуть ли не с дракой, не с истерикой. Но это был просто какой-то ужас, ужас ужасов.
ну, отвратительный, то есть отвратительный экспириенс, меня вообще не устроило. Не хочу гнать бочку типа как бы на испанцев, потому что я не знаю. Я так понимаю, что город максимально себе туристический, и как мне Андрюха впоследствии объяснил, там есть все ребята из арабских стран, ребята из других стран. Ну, скажу, получилось так, как получилось. В общем, на контакт шли, отвечали и общались девчонки из Латинской Америки. То есть это мы подходили, были девчонки с Венесуэлы, с нами заобщались немного, прикольные, красивые. Кстати, вообще, ну, бомбовские девчонки, они бы дали фору вот всему пляжу, как вы видите, да, ребята? Вот иногда так бывает, что кто-то может дать фору всему пляжу. Вот не подошли. Они с нами общались, мы их развеселили. Моего испанского и энтузиазма хватало при поднятии настроения, то есть мы с этой задачей справились. Вот так. Ничего не было, то есть никакому какому-то консенсусу мы как бы такому завершающему мы не пришли. Olá, tudo bom? Beleza? Muito linda, sim? Aham. Você é de onde? Daqui? Carioca? Ah, sou turista. Essa é minha terceira vez no Rio. Sim, agora como apliquei para estudar português. Sou estudante de português. E vocês? Estudaram ou como trabalham? Não. O que faz? Solo praia, futebol, samba, sim? Ok, obrigado. Tchau. Feliz ano novo. Oh. Ah? Olá, boa tarde. Aí, marihuana? Ah, não fumo, obrigado. Aí, Não, chega aí. obrigado. Ah, chega aí, porra. Пока. Ну, в общем и целом, ребята, атмосферка мне не зашла, не устроила. Поэтому, ребята, как вы видите, я снова оказался здесь. В надежде, что меня устроит здесь. Будем смотреть. Будем смотреть. Что я опять по какому-то пластику наступаю из раза в раз. И мне это не нравится. Когда же этот пластик прекратится, в конце концов? Опасно. Но главное, чтобы был пластик, а не какой-то, не знаю, железо. Потому что железо, ребята, можно наступить вообще. Чтобы не наступить ни в какой столбняк. Если вы знаете такое слово. Потому что шел, когда сейчас к Никитосу навстречу, в какую-то шнягу наступил. В шлепках шел и чувствую пяткой раз. Ну, пятку рассмотрел, крови нет, красное пятно есть, а, короче, крови нет. Ну, слава богу, все, пошел дальше. Полетел в шлепанцах, ребята, дальше, чтобы отпиливать контентик, как вы себе поняли. Вот. Все для вас, ребята, видите? Спеша и спотыкаясь, ребята. Наступая по всяким разным непонятным вещам. Вот. То есть, видите, можно сказать, рискуя своим здоровьем. Ну что, ребята, это действительно факт, это никакого утрирования нет. Так оно и есть, видите, вот пляж. С одной стороны смотришь, типа, ну да, типа, расслабон, транкило, типа, девчонки, мальчишки. Некоторые подзывают пообщаться. А только что, ребята, ну действительно, чуть было не было. Чувак максимально агрессивный, максимально здоровый, крепкий. То есть уверенный на себе, явно как бы недооцененный меня. Он вообще, по-моему, да, всяким образом не хотел, короче, ну, то есть меня никак не оценивать, не взвешивать, не брать в расчет. Он просто готов был переть вперед, он был просто уверен в себе, и он на это, знаете, еще плюс как бы перед друзьями он уже типа сказал, сейчас типа там встает, типа, и будет сейчас разруливать. Вот. И, значит, то есть заднюю сдать уже в тот момент было тяжело. Он не хотел. Вот. Поэтому, ребята, я не знаю, то есть там действительно чуть было не было. То есть он не хотел сдавать заднюю перед друзьями, а я не хотел, получается, тоже, ну, отскакивать в роли такого какого-то там непонятного терпилы. Кто-то там типа якобы там попугал, покричал, попрыгал, но я знаю, что может окончиться не только прыганиями и кричаниями. Стулья действительно могут кидаться. Более того, я видел недавно, короче, видос, как здесь вот это был какой-то футбольный матч отборочный, типа Аргентина-Бразилия. Аргентина выиграла. И качели на пляже были, друг друга кидали стульями. Поэтому, ребята, может быть, у нас с вами как бы кидаться железными стульями это не сильно популярная тема, не сильно она нам как бы знакома или там приветствуется. Здесь это, ну, буквально там недельку, там другую назад это здесь было. Причем толпа на толпу. Вот. А в нашем конкретном случае у нас какая толпа? Толпа из 2 человек. То есть я и Никитос. Сомнительная толпа. То есть я не думаю, что мы бы там сильно как бы там какими-то бы стульями откидались.
То есть было бы жестко и было бы, короче, неприятно. Хорошего было бы мало. Понятно, что, ребята, с точки зрения закона и справедливости, она как бы на нашей стороне. Вот, то есть никто ничего никому не делал, то, да, типы тычат факи какие-то непонятные. За что, про что, кому, зачем, то есть. А видите, даже я сейчас здесь иду, он, и девчонка типа там возмущается, типа Моса, типа я в шоке, ну типа съемка. Ну, съемка. Ну, видите, то есть здесь реакции, ну, ребята, скажу, с того года и с поза того года ничего не изменилось. Люди как реагировали, то есть странно на эти все съемки, так в принципе и реагируют, ребята. Не знаю, чем это обусловлено, какая-то вот эта особенность культурного характера или чем. То есть людям не нравится, что их снимают. Почему, не знаю. Красивые люди, красивая съемка, без всяких каких-то закадровых издевательств, не знаю, подковырок, обзываний, то есть без всякого какого-то негатива. Просто четкий, красивый, ну, съемка. Опять же, стараемся мы с вами, ребята, снимать красивых людей. Либо веселых, либо красивых, либо позитивных. Ну, как-то, ну, то есть положительного характера, то есть, да, герои наших видео. И, собственно, примерно такие же и комментарии. То есть сами мы на рожон не лезем, кого-то там подснять с каким-то негативом там или еще там с чем-то. То есть только позитив, только нормальный движ, ребята, как вы поняли. Ну, видите, может люди просто некоторые сомневаются, думают, а что он с камерой снимает, а что он говорит, или зачем он снимает. То есть, может, у людей по этому поводу какие-то вопросы. То есть, что дальше происходит с этими видео? Какой комментарий всего этого? Здесь, видите, ребята, вот конец пляжа называется Ахпадох. Да, и здесь полюднее. И, собственно, тоже девчонки здесь хорошо мелькают. Скажем так, мелькают девчонки бодрее и больше, и чаще, чем примерно в той части, откуда мы начали видео. Вот, здесь поактивнее. Но здесь я скажу вам, ребята, я просто знаю, что здесь за публика, здесь много ребят из фавелы, потому что здесь по прямой вот так вот сразу фавелы за вот этой горой. И они вот так вот сразу по прямой сюда на пляж идут. То есть не сворачивая сильно и далеко не петляя. Но поэтому здесь и встрять, ребята, в забор еще будет проще, чем в какой-то другой части пляжа. Но это чисто мое такое мнение. Не берусь ни с кем спорить, просто так думаю, вот можете посмотреть на людей, на разных. То есть на лица, на срез. То есть просто кому-то, кто не знаком или кто не был, может как бы не совсем понимать. Но я вам говорю, что вот пацаны, я иду, сидят, пьют пиво, и глаза залиты. И глаза такие, то есть, ну, ребята, как говорится, ни любви, ни тоски, ни жалости. То есть кто-то это может углядеть на опыте на каком-то, да, на опыте путешествий, на опыте насмотренности на лица, да, там, на разные культуры, на разных людей, а кто-то нет. Поэтому, ребята, я людей разных видел, не могу сказать, что я там какой-то там Шерлок Холмс там, или там эксперт по людям, там суперпсихолог. Вот. Ну, факт остается фактом. Местами где-то что-то можно определить по виду, по глазам. Ну, кстати, ребята, камень популярно называется как-то что-то камень заката или как-то так, или камень солнца, я не помню точно. Здесь люди встречают закаты, когда солнце опускается за горизонт, они начинают хлопать в ладоши. Такая традиция. Я, кстати, там вчера был, поэтому я думаю, что, может быть, в этот видос я вам подсниму, подзалью эту как бы частичку видео. А может быть и в другой какой-то видос. Посмотрим, как пойдет, ребята. То есть это пока что не точно. Вот, посмотрим, как оно будет происходить. Вот. А? Кого? Молодежь возмущается. Лица прячут, видите? Так что, ребята, не всем эта затея приходится по вкусу. Но, ребята, справедливости ради, я отмечу, что я сам раньше постоянно шифровался, когда, короче, кто-то кого-то фоткался, я прятал лицо. То есть, я признаюсь честно, было у меня такое. То есть, ну, я могу сказать, зачем это делал я. Бригада. Вот. Я это делал для того, потому что я не знал, кто будет на это фото смотреть. А бригада синёк. И я думал, ну, чтобы там, знаете, как у нас там по вере разные, чтобы кто-то там, да, там, кто посмотрит, каким глазом посмотрит, с какой целью посмотрит. Ну, я думал, я этих людей не знаю, зачем они будут на меня смотреть. Ну, то есть логика была примерно такая. То теперь, когда я начал снимать сам YouTube... А? Украина. Ага, бригада.
Вот, короче, когда сам начал снимать YouTube и увидел столько такой реакции какой-то негативной, я начал задаваться этим... Ух ты, абригаду. А малышка на меня, видите, как песочком нормально так взбодрила. Начал задаваться вопросом, а что вообще происходит, почему люди так реагируют? Ну и для себя понял, что, ну, раз ты их снимаешь, то, да, ну, будь готов и сам сниматься, да, как бы у людей. Поэтому сейчас, когда фоткаются, я вот делаю, как вот эти ребята, то есть сам строю максимально в кадр, максимально позитивно, то есть начинаю улыбаться, ну, и как бы изображать, делать какую-то улыбку, там еще что-то. То есть максимально как-то принимать какой-то естественный, натуральный вид по этому всему повоdu. Olá, tudo bom? Beleza? Meu Deus, ustedes são... Essa é câmera para WhatsApp, para meu YouTube canal. Ok, estou promocionando Brasil como um lugar para viajar. Sim. Sim, posso te mandar meu YouTube canal. Sim. Ese es en extranjero. Você tem meu Instagram. Nosotros cambiamos Instagram и voy como mandar. Оцените, ребята, девчоночек. Девчоночки знатные, вообще бомбовские. Ustedes são muito lindas. Sim. Se vocês gostariam, eu posso poner foto para vídeo como com ustedes três. Porque, sim, por favor, você pode um pouco guardar. Você pode guardar um pouco. Essa. Um pouco. Sim, porque direito é isso, como pode falar, ei, não. Sim. Так, ребята, сейчас девчоночкам надо будет подскинуть этот. Você tem internet? Tá ruim a minha internet. Mas coloca aí que eu vou procurar. Me dá aqui que eu vou salvar. Ok, eu tenho internet, espera. Você agrega meu Instagram. Não tem como pedir pra tirar, não. Porque ele tá perguntando. Por favor. Não lembrei de você nem um pouco. E vocês são do Rio? Por isso senti seu gosto. Amém. De onde? Minas Gerais. Ok. Minas Gerais é outra cidade. Esquecer também. Oh. Viver com Ah, do Rio. De outra cidade. Essa é Esse é outro estado? seu número de cabeça. Sul ou norte? Estamos em novembro. Se terminamos numa pista nem Ok. ferida. E vocês vão estar aqui por quanto tempo? Medo da despedida. Eu já não sonho. Uma hora? Pesadelo. Já não creio. Quanto tempo? Os olhos vazios indavam. Não compreendo. Afogado. Vendo suas cartas. Vendo seus retratos. Música nunca mais. Laura. Oi. Laura. Mas a vida acelera. Ok, nós vamos como hablar por Instagram e vou mandar link. Muito prazer, Laura. Meu nome é Max. Muito linda. E você? Julia? Esse é como nome em meu país, também temos Julia. Prazer, Max. E você? Ficou pra trás. Sim. Como você chama? Nem aí se tem outro. Nem aí se vai me cobrar. Emily? Vai me dar outro. Evelyn? Prazer. Só vai escutar que não tô. Mas como suena como americano, nome americano, Emily, não? Várias linhas Sim? pra te dizer superei. Olha seu rosto, não lembro do começo. Parece até que eu não Mas como nome típico brasileiro, sim? que esses Окей, muito prazer, obrigado. Чао. Чао. Думаю, неплохо вам поснимали. Попоказывали. Вот. Хорошенько, так плодотворно. Ребят, давайте поднажмите там, пожалуйста, на лайки, на комментарии. Подпишитесь на канал, кто не подписан. Вот, потому что контент пилится, контент выходит, то есть его не надо пропускать и надо смотреть, потому что, как вы поняли, на носу зима, ребята, надо что-то по этому поводу делать. Вот, давайте, всем хорошего дня и приятного настроения. Пока-пока. Вот. Освобождаю ребятам душек. Может, они наоборот, конечно, пришли подсняться, но это не точно.